Ну что, друзья, приветствую вас на своем канале, на канале Fuck Fashion. И это будет полноценное, фундаментальное руководство для новичков в боксе. Если ты новичок в боксе, то это видео тебе очень-очень поможет, потому что это базовая техника бокса. Итак, все начинается у нас со стойки. И самое главное для новичков, чтобы стойка была максимально удобная, чтобы вам было удобно начинать атаку и защищаться. Я показываю для правши, левша, соответственно, делают с точностью наоборот. Итак, ноги у нас стоят на ширине плеч. Левую ногу я увожу вперед. Два носка слегка повернуты вовнутрь. В коленках мы слегка подсогнуты. Взгляд направлен прямо, слегка с-под лба. Правую руку я держу строго возле бороды, левую вывожу вперед. Друзья, я показываю базовую боксерскую стойку. Разумеется, уже более продвинутые боксеры могут адаптировать боксерскую стойку под себя. Дальше у нас идет передвижение, работа ног, что, по моему мнению, самое-самое важное в боксе, так как любая атака и любая защита начинается с работы ног. Вы должны запомнить очень-очень важную вещь, что всегда с передней ноги мы двигаемся вперед и влево, с задней ноги назад и вправо. Обратите внимание, что если я иду передней ногой на 5 сантиметров, то настолько же я подтягиваю заднюю. Если влево, аналогично. Также назад и вправо. Также хочу обратить ваше внимание, что часто допускаемые ошибки – это сведение ног вместе или скрестный шаг. Вы рискуете здесь потерять баланс и упасть. Ни в коем случае этого нельзя допускать. Также вы не должны перекатываться с пятки или тянуть как подстреленную ногу. Это неправильно. Итак, следующее, не менее важное, а я бы даже сказал, очень важная боксерская техника – это так называемый сайд-степ, разворот на передней ноге. Это также футворк, часть передвижения. Обратите внимание, я разворачиваюсь следующим образом. С помощью движения на передней ноге мне легко проконтролировать оппонента. Если он будет смещаться лево или право, легким движением на передней ноге я выравниваю его перед собой. Друзья, и вот мы понемножку подошли к базовой технике ударов. Но перед этим я хочу вам сказать, что есть очень-очень важные 3 аспекта в боксе. А если быть точнее, это работа ног, скорость и защита. Скорость мы пока что немножко отложим. И мы более детально разберем работу ног и защиту на примере техники ударов. Итак, ребят, пока что руки нам вообще не понадобятся, так как в боксе самое главное это ноги. Смотрите, мы руки спрячем вообще за спину. Я вам покажу, от чего все начинается. Это от импульса ноги, от голеностопа, икроножной, квадрицепсу, спине, плечу. Весь импульс идет через все тело. Обратите внимание, когда я наношу удар правым плечом, весь тело я переношу на левую ногу. Когда бью левой, весь тело на правую. Вот это ваше основное задание для правильной постановки удара. Ваше тело должно быть расслаблено. Это очень важно. И вот, собственно, правильная техника удара. Мы уже освоили, что весь импульс идет от ноги. Теперь постановка рук. Смотрите, очень важно бить бойком. Если кто не знает, боек – это средний указательный палец костяшки. Вот это называется бить бойком. Обратите внимание, во время удара ударное плечо закрывает бороду. Очень важно наносить удар по такой же траектории и возвращать руку. Видите? Ни в коем случае нельзя допускать вот этого. Всегда возвращаем руку. Не бьем через замах. Расслабленным телом подаем импульс от ног, ударным плечом закрываем бороду, удар наносим бойком, вторую руку держим возле бороды, взгляд слегка
с-под лба. Руку возвращаем по той же траектории. Очень важно защищаться во время удара и правильно распределять вес тела. Всегда, когда я бью правой рукой, вес тела у меня на левой ноге. Если я оторву ногу, вы обратите внимание, что я остаюсь на противоположной стороне. Хуки и апперкот. Смотрите, вся базовая работа аналогичная, как с прямыми ударами. Единственное, что мы следим за каркасом 45 градусов. Хочу обратить ваше внимание, что не принципиально, как вы держите кулак, или так, или так. В вашем арсенале, я считаю, должны быть и такие удары. Боковые и апперкот. Часто допускаемые ошибки. Не отводите руку перед ударом. Видите? Не стоит бить вот таким колхозом. Бейте от импульса ног. Также апперкоты. Не старайтесь ударить так. Бейте вот отсюда. Да, вам может сначала казаться, что вы наносите безобидные легкие удары. Но со временем, за счет правильной постановки удара и скорости, вы сможете бить сильно. Апперкоты боковые. Видите? Везде один и тот же принцип. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Я хочу вернуться к прямым ударам, а если быть точнее, к джебу. Джеб, по моему мнению, это один из самых основных ударов. Если кто не знает, то джеб — это прямой удар передней рукой. Все первоклассные боксеры обладают невероятным джебом. И это единственный удар, где не обязательно скручивать бедро. Джеб — это передний прямой. Обратите внимание на мою ногу. Она двигается одновременно с ударом. Возможно, на несколько долей секунд опережая руку. Потому что за счет движения ноги я могу достать цель. Видите? Также можно бить джеб просто или вот. Очень важно, не забывайте выдыхать во время удара. Это очень важно. Вообще, ваши руки, они должны быть как веревочки. И видите, вы подаете импульс за счет ног, а руки легкие. И быстро возвращаются обратно. Джеб — это основное оружие. Еще раз напомню. Джеб в движении. Видите? Джеб просто, джеб с переносом веса тела. Джеб в разрез корпус движения. Это все вариации джеба. Понемножку мы подошли к защитным действиям. Если быть точнее, то в боксе есть активные и пассивные защитные действия. Начнем, пожалуй, с пассивных. Пассивные действия бывают следующие. Подставки и подставки защиты корпуса. Также блоки вот здесь и сбивы вот здесь. Эти защитные действия я могу отнести к более пассивным. И теперь более активные. Более активные — это уклоны, нырки, оттяжки. И самое основное защитное действие, про которое все забывают почему-то, это элементарное смещение на ногах. Отскок. Достаточно просто сместиться и ничего не выдумывать для того, чтобы защититься. Защитное действие — уклон. Защита от прямых ударов. Технически правильное исполнение данного действия следующее. Так же самое, как мы били удары, да? Тот же импульс ног. Единственное, что небольшое смещение головы с линии атаки, и колено немножко смещается вовнутрь. В одну, в другую сторону. Часто допускаемые ошибки, которые могут быть. Опускаем руку. Не надо вот так вот защищаться. Вот. Спокойно, свободно уклоняемся. Также не надо клониться назад. Чуть-чуть вперед. Следующее защитное действие — это защита от боковых ударов. И в основе данной защиты нырков
лежит смещение веса тела под собой. Достаточно сместить вес тела под собой. Но самое главное, не наклонять туловище вперед и не отводить таз назад. Достаточно просто сместить вес тела под собой. Правильное техническое исполнение данного защитного действия исполняется следующим образом. Смещаем вес тела под собой и встаем на противоположную ногу, раскручивая немножко плечо. Защита от бокового удара. Ни в коем случае не наклоняем корпус вперед и не отводим таз назад. Короткое движение. Вам должно быть комфортно и легко. Следующее защитное действие – оттяжка. Достаточно буквально нескольких сантиметров для того, чтобы уйти от удара. Очень важно, нельзя заваливаться назад. Бывает несколько видов оттяжки. Это просто смещение веса тела назад, на заднюю ногу. Также с небольшим шагом или даже отскок. Но это не оттяжка, это другое защитное действие. Но похоже. Оттяжка с переносом веса тела и также с переносом веса тела с небольшим шагом. Been slave to a 9 to 5, now we booming, no stopping the digital trap. Been slave to a 9 to 5, now we booming, no stopping the digital trap. I've been on the run, my third high up and been trying to kill him all. В общем, друзья, это было видео о базовой технике бокса. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, ставим дизлайк и не забываем подписаться на мой канал. Дальше больше, быть добру!